Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Я здесь вижу есть хан, а значит время секретных моих наработок. Сразу говорю, это секретная наработка. Лично моя. Ну ладно, не лично моя, окей, ладно. Это я сейчас, знаете, припишу себе это достижение, а он, оказывается, уже был давно, и я просто его как-то недолюбливал. В общем, что же я хочу вам показать, что я хочу вам сказать. Сборка будет звучать так. Это боги плюс звери. Чувствуете, да? И через кого же я буду играть? Вы подумаете, через Рыжего Лиса. Но нет, ребят, через Рыжего Лиса играть это прошлый век. Рыжий Лис плюс синергия Кира это прошлый век. Что сейчас я вам хочу сказать? А следующее. Мы будем играть через суммоны. Будем играть через суммоны и будем уничтожать своего противника. Вау! Ничего себе! Ну, с предметом, конечно, немножечко подкачало, но в принципе пойдет. В принципе пойдет. Если сейчас мои гоблины-убийцы сделают все как надо, то я получу плюс 2 монетки, куплю резачка. И в принципе будет все замечательно. Так что глубокий вдох и поехали. Поехали, попробуем сделать все как надо. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что так оно и будет. А там посмотрим. Потому что я знаю свою удачу, что сейчас оно придет очень хорошо. А потом будет довольно-таки тоже неплохо. Можно попробовать еще и Луну сделать через зверей, чтобы он был как, чтобы она была как основной керри. Так что, в принципе, только кто мне... Ну, кстати, 2 духовных талисмана можно взять. Можно попробовать еще будет через уклонение сыграть, через эльфа со старта. То есть, если, в принципе, сейчас у меня были бы халявные роллы, то окей. Но, в принципе, можно и через уклонение сработать, так как есть Луна. А я последним временем Луну оценил. Но, правда, она все равно узконаправленно работает. Ну, все же. Я ее оценил на 110%. Скажем так, я ее по максимуму реализовал, как только мог. Вау. Да тут можно поиграть даже не через Луну. Тут можно поиграть со старта через Охотников. Это будет вообще топчик. Вот, знаете, все хорошо шло сейчас. Вот все хорошо. Вроде бы такой старт неплохой. 3 гоблина-убийцы. Ну вот по предметам второго тира, конечно, не айс пришло. Мне нужны арканцы, а упал лук. В идеале, конечно, чтобы мне упали арканцы. Но арканцы не упали, упал лук, так что в принципе пойдет. В принципе пойдет. На самом деле, наверное, я один духовный талисман скипну, но чуть-чуть попозже. Сейчас со старта я его не буду скипать, а вот чуть попозже скипну. А знаете, что я еще понял? Что я мог взять уровень, чтобы у меня был на следующем раунде 5-й уровень, и шанс выпадения фиолетовых фигур был огромен. Тут, скорее всего, я проиграл. Да, тут я проиграл, к сожалению. Фларк меня передамажил. Ну ладно. Ничего страшного. Вау. Эльфы приходят и гоблины. Я, наверное, баф эльфов поставлю. Мне баф эльфов со старта очень нравится. Баф эльфов со старта это очень сильно. Если против вас нет каких-то активок жестких, то эльфы со старта нормально так душат. Я бы сказал, они душнее, чем многие-многие билды со старта. Ну, естественно. Ну и 2 ритера, конечно. Еще и Докер себе тоже нашел убийцу гоблина в двоечку. Угу. Ну, противные, конечно, будут гритеры. У него, конечно... Хотя не, на самом деле у него сильные персонажи пришли. Если бы у него еще была Марси, то было бы вообще жестко. Сейчас, кстати, гоблина апнул в двоечку. Надо выходить максимально в... Ух ты! Хо-хо-хо. Так, отлично. Я сейчас еще уровень вот так вот возьму. Уклонение тебе отдам. Тебе как-то так. Так, в общем, немножко поговорим про мой супер секретный билд. Моя наработка против всех. Эта сборка, она универсальна, сразу говорю. Сборка универсальна тем, что она играет против всех. Против всех, но ее также само довольно-таки просто законтрить, если понимать немножечко механику работы этой сборки. Во-первых, как мы все понимаем, это сборка через суммоны, да? Под богами, конечно, у меня будет овер сильный стол, очень много суммонов, очень много всего, очень много спамов. Но сразу есть противодействие. Если вы играете на... Тут, кстати, я сейчас выиграл, я решил продать немножечко свой стол, чтобы выйти в 10 монет. И чтобы как можно быстрее выйти в 50 монет, максимально взять уровень, выставить свой стол уже максимально сильный.
А вот если бы сейчас не продал, мог еще и халявные роллы заработать. Ну ладно, я в принципе могу сделать так. У меня будет 3 охотника сейчас. Это неплохо. Лук я отдам пока что ему. Чем быстрее у него будет тычки, тем, соответственно, чаще он может их запускать, если сработает синергия охотников. Ну, короче. Вот, этот билд работает абсолютно против всех. Он работает против магов, он работает против богов, против жрецов, против... Короче, против всего. Но в идеале этот билд использовать против нежити. Против нежити, ребят, он работает на 200 тысяч миллиардов %. Вот хоть один раз попробуйте сыграть на этом билде, и вы поймете, почему я это говорю. Один раз. Один. Не два, не три, а просто один раз целенаправленно пытаться собрать этот билд. Поверьте, вы результатом будете довольны на 110%. Я не говорю, что сделать этот билд точь-в-точь, как у меня сейчас. Нет, ни в коем случае. Вы можете взять просто 8 уровень. 8 уровень. Выставить 6 зверей и 2 друида. То есть Фурион... Вау. Ничего себе. Усиление со старта, конечно, сильное. Нужен ли он мне вообще в целом по игре? По игре, в принципе, он будет нужен. Но нужен ли он мне сейчас? Я в любом случае в двойку смогу его собрать в дальнейшем. А вот конкретно сейчас нужен ли он мне? Надо подумать сейчас. Одно мгновение, потом договорю. Если сейчас продам, то я выйду в 21 монету. И все будет замечательно. Когда выйду в 21 монету. Хочу ли я его продать? Не хочу ли я его продать? Пусть пока стоит. Пусть пока стоит, пока не мешает. Ну, в принципе... Как же я в замешательстве. Мне хочется его и продать, и хочется его и оставить, потому что в будущем-то он мне в любом случае пригодится, этот чувак. Потому что он будет высасывать ману у своего противника, передавать ее моим жрецам, моим сумонам, мои фурионы, мои друиды. То есть передавать моим зверям, которые будут перевоплощаться, которые будут сумонить, которые будут душить с самого старта. Вот, короче, я в замешательстве. Но пока пусть будет так. Марси у меня как танк, конечно, пока что, но... Это благодаря тому, что у нее есть 2 талисманчика. Не было бы у него этих... И у нее не было бы этих 2 талисманчиков, то не было все так лакшери и легко. Как-то так. В общем, чем же этот билд примечательный? Сразу говорю, работает против нежити. Как играть на нем? Тоже говорю, смотрите. Кстати, на 10-м раунде у меня уже 30 монет. Обалдеть. Я, наверное, еще и ЦМ-ку возьму, потому что под мой билд, который я хочу, мне нужно очень много маны, а, соответственно, будет очень много суммонов. И давайте перейдем сразу к сути. Вот ты взял и стырил мой винстрик. Это был мой винстрик, который я должен был забирать. Зачем вы трогаете мой винстрик? Алло. Так быть не должно. Он предназначался мне, а не вам. Вы взяли и стырили мой винстрик. Ладно. Ладно. Что ж. Вернемся к сборке. Когда вы соберете, вот у меня есть сейчас хан здесь, да, как бог. Есть друиды, куча друидов. Соответственно, следующее. Я буду собирать полностью. Фулл друидов, да, в троечку, апать, все дела. Мне нужна энча, мне нужна фура, мне нужен тренд. Тренд у меня танк, фурион, соответственно, суммонер. Энча у меня тоже полутанк, полухиллер. Надеюсь, от мобов я не откисну. Вроде бы как не должен. Хорошо. Вот. Мне нужен уровень. На 8 уровне, если у меня будет стол довольно-таки слабый, я не буду еще ролиться. Но, если же на 8 уровне у меня будет все замечательно... Барабан войны я возьму. Барабан войны это классная тема. Это классная тема. По-любому надо брать. Так вот. Сделаю так. Все-таки этот паренек мне пригодится. Нужен ли мне АМ? Или не нужен мне АМ? Там у кого-то уже полные друиды. Чел на эльфа собрал себе полных друидов.
У тебя там все в порядке? Как бы, ну ладно. В порядке так в порядке. Тут меня вынесли. Обидно. Опа, ВРочка. Но ВРку я вместо Траксы поставлю. Тракса мне в принципе не нужна в этом билде. Пока пусть эльфы со старта будут. Ну вот как ты нашел себе так рано друидов? Объясни мне. Фуловых друидов. Лон друида, Трента в двойку. Как ты себе их нашел? Объясни мне, пожалуйста. Я в шоке. Каким образом он это сделал? Непонятно, но он это сделал. Я, кстати, сейчас как-то такую расстановку сделаю, потому что арканцы не работают в радиусе, и если я их неправильно поставлю, арканцы не будут работать на всех. Как-то так. Ну, посмотрите, какой у него шикарный стол. У него тренд в двойку, луна в двойку, инча в двойку, ЛД в единицу, благо. Очень сильный стол у него. Он мне тут вынес. Слишком луна сильная. Она очень хорошо чистит вот это вот, все вот эти вот стумоны со старта. Луна в двойку со старта очень хороший персонаж. Раньше ее как-то не оценивал, а сейчас я ее оценю на 110%. Поэтому, ребята, если есть возможность, берите луну, собирайте в двойку. Она очень хорошо вам пригодится. Особенно, если вы соберете эльфов под нее, то будет вообще песня. Все я правильно сделал, все правильно. Так вот, билд друидов и богов через зверей. Во-первых, это миллион суммонов с минимальным КД. Я надеюсь, что у меня получится сделать этот билд. Но я думаю, все получится, потому что, во-первых, 13 раунд у меня 52 монеты. Это шик. У меня неплохой стол. Я могу некоторых распродать. И будет все замечательно. В скором времени, скорее всего, мне и придется это сделать. Чел на шуге или шаге в 0 монет сидит. Тут, кстати, есть темпларка, можно попробовать через темпларку еще поиграть. То есть, если мне сейчас плохо друиды будут приходить, то, соответственно, я буду играть лучше через темпларку, через эльфов, будет замечательно. Эльфы тоже неплохо контрят любой билд. Но намного сильнее контрит все-таки вот этот билд, который я хочу вам попробовать собрать. Подлагнуло немножечко, но это нормально. Лаги это нормально, ни в коем случае это волшебники. Что? Он что-то такое там опасное готовит. Можно было бы сейчас, в принципе, разобрать свой билд и поставить зверей. Могу ли я это сделать? В принципе, могу, но не будет ли это слабее? Вот в чем вопрос. Что там он фул себе волшебника поставил, я не понял. Для чего, для каких целей, тоже непонятно. Я опасаюсь, что стол мой будет слабее намного, если я сейчас поставлю фул зверей. Просто у меня тут единицы. А у моих противников уже куча двоек. Там нежить еще собирается немного. Но все равно... Гритеры для меня опасные. Все равно. Как ни крути, гритеры для меня опасные. Я, конечно, сейчас так как-то поставлю свой стол. 4 зверя, 3 охотника, я думаю, будет неплохо. Неплохим решением это будет. Я, когда пытаюсь думать, что как сделать, как перебилдить, сделать лучше, по итогу у меня вот такая вот голова, и я иногда не договариваю слова. Это минус. Его надо искоренять, этот минус. И я надеюсь, от мобов не откиснут. Не надо, не надо. Неужели это было моим плохим решением сделать именно так? Нет. Сумонь змейк. Змейк сумонь. Молодец. Хотя тут не змейки, тут собак куча, но все равно. В общем, на 8 уровне я буду ролиться, скорее всего. Скорее всего, мне придется поролиться. Кстати, луну я, наверное, уже не соберу. Возможно, ее стоит уже продать. Предметы, конечно, не айс. Давайте ролить. Мне нужны арканцы. О, все. Все. Это имба. Вот это имба. То, что сейчас мне выпало 2 пары арканцов, это имба. Для моей сборки это лютая и очень лютая. Че лютая?
Это очень лютый подгон для моей сборки сейчас. Сейчас я поставлю миллион суммонов, будет миллион змеек, миллион всего. Я буду в лакшере. Хм. Ну что, удивлены? Смотрите, сколько змеек, а? Ах ты ж какой, ты играешь... Не, ну пока что-то я удивлен. Пока что что-то меня нагинают. Минус 12. Давай-ка усиление побыстрее, а? Не уровень нужен. В общем, и на 8 уровне, скорее всего, я буду ролиться. И выставлять весь свой стол. Ну, конечно, если он у меня будет. И, конечно, если я вообще доживу до этого момента, потому что что-то мне подсказывает, что рандом мне сегодня не благоволит по той лишь причине, что там есть чел уже, у которого тренд в тройку. Ты серьезно? Каким образом ты его наролил? Вот объясни мне, каким образом ты наролил тренда в тройку сейчас уже? Вот меня иногда так удивляет, как ребята ролят. Очень удивляет. Я негодую чисто из-за того, вот чел даже на 17-м раунде Симуэрту наролил. Чтобы вы понимали, я выпустил ролик с нежитью вчера. И я Муэрту там в двойку нашел на как... О, спасибо. На каком раунде, напомните мне? На 30 каком-то там раунде я нашел Муэрту в двойку. Или... Да, по-моему, нет, но я ее поздно нашел. Я точно помню, что я довольно-таки поздно нашел Муэрту в двойку. Очень поздно нашел. А вот конкретно когда, я не помню, если честно. Вот вообще из головы вылетело, конкретно когда я нашел ее в двойку. Вот не помню и все. А тут лундурит в тройку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там еще 9 убийц собралось, 6 уровень. Я его не опасаюсь, конечно. Я надеюсь, что у него 8 хп и осталось. Если у него 8 хп и осталось, я его вообще не боюсь. Надеюсь, так оно и есть. Да, все, пока. Пока. Вау. Не, ну Квапа это хорошо. Так, Рангираль сюда. Отлично, это мы возьмем. Квапу мы продадим. Цемку пока оставим, она надо. Пока поставлю рыжего лиса. Или так как-то сделаю. Вот так сделаю. Вот так намного лучше. Вот так в несколько раз лучше, я бы сказал. И вот как-то так еще сделаю. Хотя смысл от того, что я так сделаю, непонятно. У меня, в принципе, и так нормальная расстановка. Может быть, поролить эти талисманы, хотя на самом деле я бы не особо хотел их ролить. О, кстати. А у меня ж... Я сейчас через волшебников же смогу себе ничего апнуть в тройку, правильно? Раз, два, три. Ну да. Получается, да. Ну что, начинаем камбэчить. Все. Тут, скорее всего, уже камбэчно. Они выкопали себе могилу, когда начали против меня играть. Угу. Угу. Как же неплохо идет. Сюда апгрейд. Отлично. Я еще сейчас Фуриона поставил. Боже, так сейчас будет контент. Насколько Гранд-Геральт импактнее будет, кто знает. Надеюсь, что мне сейчас упадет отпечаток божественности. Потому что если... Как я хочу тебя задушить, молодой ты человек. Мало ли того, что у тебя 6 зверей, как у меня, так ты еще себе фуру в тройку нашел. Мне тоже как бы один фурион остался, но все же. Ты нашел себе фуру в тройку. Алло. Ладно. Забираю свои слова назад. Провидец, кстати, неплохой будет. Провидца я пока оставлю. Может, даже как-то так сделаю расстановку. Все-таки как-никак. И зеркало, и божественный отпечаток. У-ту-ту-ту. Я беру отпечаток. Я возьму отпечаток.
И поставлю вот так. Вот так. Ну, кстати, колечко я рольну, но мне не особо надо. Не очень предметы, конечно, сейчас упали. Я скоро этими... Я скоро этими талисманами буду обмазываться. Вы видели? У меня 3 талисмана, хотя на самом деле мне плюс 40 маны надо. Либо же еще один предмет второго тира на плюс 30 маны в радиусе. Хотя на самом деле и 2 предметов с головой будет. Да и в целом, я бы не отказался от того, если бы мне пришло волшебное зеркало, я бы взял 10 уровень, выставил бы ЦМ-ку и все. Прогресс пошел. Смотрите, смотрите, что сейчас происходит? Это эльф, если что, ко мне пришел. С трентом в троечку. Ну чё, дорогой мой? Готовь булки. У меня еще Грангир стырил скилл трента. Импакт. А шо, кастануть не можешь. А тебе невыгодно против меня драться, понимаешь? Тебе сейчас 77 хп. А сколько сейчас останется, когда я... Минус 20. Ладно, ну пока что маловато. Пока что маловато. Живи, дорогой. Просто живи. Трента, скорее всего, я здесь не соберу раннего в тройку, но... Ладно. И знаете, я ни капли не жалею о том, что у меня у Инчи 3 талисмана. Ни капли не жалею. Вот даже в сердечке не щемит. Мне бы вот, конечно, чтобы пришел Рыжелиз двойку. Тоже было бы неплохо. Я на самом деле, под вот этот билд, который я сейчас вам показываю, который работает против нежити, который работает... Ну, этот билд работает почти против всех. Против любой сценарии, даже против себя, себя самой. То есть, если он против зверей и зверей появляется, то, скорее всего, вы либо будете выносить, либо будут выносить вас. Проблема лишь в том, какие у вас шмотки здесь будут. И какое решение вы примете. Играть через суммоны или же играть через зверей. В данном случае я играю через суммоны. Мне очень нравится играть через суммоны по той же причине, что это довольно-таки легко. А сейчас еще, кстати, если я найду одного персонажа, то я поставлю себе 4 бога. И под 4 богами я такое устрою. Будет такое рандеву. Там чел с винстриком 9. Ну, сейчас мы пообщаемся с тобой. Я надеюсь, что ты сейчас в скором времени ко мне придешь. Но придешь только тогда, когда у меня будет ЛД в двойку. У меня, конечно, есть Фурион, но я в Фуриона не верю. Вот ЛД в двойку, вот это вот тема. Он другит. Мишка. Мишаня. Мишутка. Братишка. Ну, кстати, Гриттер проблема. Если у меня недостаток маны, то Гриттер спокойно меня контрит своими вот этими вот хоронами, вот этой заморозка времени. Плюс лишь в том, что пока у него нет недостаток предметов, я могу ему вот так вот по минус 21 на лицо выкатывать. И рыжего лиса в двойку. Боже, как мне это нравится. Как же я доволен. Ну, кстати, импакт от собаки будет сейчас, наверное, минимальный. Да, вот там может при суммоне 2 собаки, но... Как по мне, рыжий лис намного больше импакта вносит. Вот что думаете вы? Мне кажется, рыжий лис намного больше импакта вносит. Поэтому, кто поддерживает меня, напишите в комментарии, что вы думаете на этот счет. Я же считаю, что все-таки рыжий лис дает больше импакта. И сейчас, кстати, я все предметы засуну в Фуриона, чтобы он как можно чаще кастовал свои пеньки. Так как ЛД у меня в единицу, я ничего особо сделать с этим не могу. Хотя, может быть, и змейку надо было. Вот змейка всего лишь одна появляется. Если бы 2 появлялось, тогда да, лучше бы в змейку все-таки закидывал. Боже, вы посмотрите, как рыжий лис крутится. Вью, вью. Жалко, конечно, что пока что просто 2 бога. Вот было бы 4 бога, вот там было бы четко. Ну, кстати, у меня же от Инчи бесконечный отхил. Чел, который играет тоже на суммонах, сейчас думает такой: боже, лучше бы я этого не делал. Сколько ему? Минус 23 на базу. ЛД в двоечку, отлично. О-о-о. Так, сейчас совсем скоро ко мне придет чел с винстриком 11. Ну, посмотрим, кто кого. Мне, конечно, очень поздно пришел ЛД в двойку. На 25-м раунде желательно, чтобы он вообще был в тройку.
Ну, кстати, мне нужен орк-жрец. Для полноценной моей сбор... Какую я сейчас имбу выбил. Вы себе просто не можете представить, насколько это имбовая шмотка. Еще и благодать России. Да сегодня на одном на моей стороне. Может мне сейчас и Некромикон выпадет с первого раза, а? Я, короче, буду брать 10-й. Я сделаю вот так. У меня 25 монет. Да, я знаю, я мог бы убрать одного из зверя и поставить себе что-то посильнее. Но поймите сами, посмотрите на мой стол. У меня очень хороший сейчас стол. Сейчас ману плюс... О, ну это ж вообще лакшери. Все. Мне не хватает до моей полной сборки сейчас Хана. Если я его соберу в тройку, я могу поставить еще и Горн сверху. Я могу... В общем, билдов у меня тонна. Как я могу поступить? Что я могу сделать? Разнообразия много. Просто его много. То, что сейчас я могу творить со своим билдом, у меня нет слов. И Горн поставить, и на суммонах сыграть, и боги есть. Но в самом деле, я бы хотел, чтобы у меня была ЦМ-ка в двойку. Орк-жрец, чтобы еще больше суммонов было. С минимальным КД вы просто представьте себе, что это будет. Тут моего рыжего лиса поймали в тюрьму, еще и стан сверху. Благо у меня сейчас хотя бы отхил сработал. Спасибо и на этом. В общем, как? Минус 2. Отлично. Минус гриттер, минус тот. Вообще замечательно. Контент пошел. Так. Два предмета я скипнул. Некромикон. Ну, рефрешер тоже, кстати, хорошая шмотка. Пока у меня лондруид в двойку, я не буду перекидывать ему и рок войны, и рефрешер давать. Лучше пусть пока будет у Фреона. В общем. Ой-ой-ой, кстати, там 9 охотников. Это может меня остановить. Но если не остановит, ну, я думаю, что 9 охотников вряд ли смогут меня остановить. Даже если так, я нахожу Хана, ставлю Горн, у меня будет некоторое время, я насуммоню 1000 суммонов, и ему будет очень плохо. Я, кстати, сейчас, наверное, орка-жреца поставлю. Вот, кстати, сейчас ко мне он пришел, давайте посмотрим, что с ним будет. Ну чё, дорогой, готов бабки? Бабки готовь? Ха-ха! Смеется хорошо тот, кто смеется последний, да? Это буду я. Да. Плюс бабки. Да я магнат. Шик. Я доволен. Я с собой... Давай в троечку. Так, погодите, может попробовать змейку собрать? Яичко. Ну да, я, кстати, вот так вот сделаю. Вот так это тебе. Это сделаем мы как-то... Так, Нос, успокойся. Только не сейчас. Чтобы вы понимали, я только что комментирую. Происходящие моменты у меня просто Нос на секунду закладывает. И все. Как же лучше лондроида поставить? Не хочется, чтобы его ваншотнули охотники. Хоть там темпларка в двойку, прикиньте. Но охотники сильные. Кстати, охотники могут меня вынести. Я вот сейчас так подумал, что в действительности охотники меня могут вынести. Этого человека я вообще не ощущаю. Он там собрал себе 6 эльфов и думал, что это будет сильно, еще и вылетел, похоже. Боже, вы посмотрите, КД фуры. Это красиво. Как же это выглядит сочно. Так, лондруид. Чтобы взять ЦМ-ку, я, кстати, считаю, что тренд намного больше хилит, чем инча. Я даже более чем в этом уверен. Инча, конечно, в тройку, но у фуры отхил он как-то более мощнее. Вот эти вот тики, они какие-то намного сильнее, чем у инчи. Что вы думаете? Мне кажется, вот тики инчи намного слабее, чем у трента. Тренд намного сильнее отхиливает вот за секунду, чем инча. По крайней мере, это то, что мне ощущается. Плюс он еще и дебафает в радиусе, плюс он еще и... Короче,
просто сильнее, мне кажется. В любом случае, они оба стоят, они оба отхиливают. У меня куча отхила, куча суммонов. Ну, вы просто посмотрите, какая вакханалия происходит вот здесь. Вон, я там чела еще раз вынес. Мне бы сейчас еще больше суммонов, и было бы идеально. Но хан, походу, не придет вообще, да? Ладно, я змейку апну. В принципе, почему нет? Змейка меня тоже устраивает. Еще бы Трен в тройку был. Так там бы все. Я уверен, что там были пасочки этому молодому. Мне, кстати, надо ждать этот раунд и смотреть, что мне выпадет. Даже 9 охотников особо со мной не справляются. Так вот. Знаете, что я сейчас вспомнил? Вспомню, если... Давайте после раунда с мобами. Что-то я сейчас начну опять говорить, там какая-то шмотка выпадет, я опять потеряю мысль, и все. И все. Давайте лучше все-таки после. После раунда с мобов. С мобами. После раунда с мобов. Боже, я иногда сам в себя в шоке, что я несу. А иногда несу такую ахинею. Какие предметы. Да, ребята, все мечтают о таких предметах, как вот сейчас мне упали. Не знаю, наверное, винчу попробую все-таки поставить. Пока уберу. Ой, винчу. Ну да. Я пока что закину винчу отхил. Даже если отхил у Трента сильнее. Мне все же кажется, что две змейки мне сейчас больше спасут. Хотя, на самом деле, не знаю, может это и ошибка. Сейчас как раз и проверим. Кстати, башеры я башер, наверное, отдам сейчас рыжему лису и переставлю ее под темпларку. Сейчас я своего противника в оману веду. Чтобы он подумал, что я там дурак вообще, закинул сейчас в Гранд Геральда. Зачем? Кого я там станить буду? Что такое прочекало теперь такой. Эх ты. А я такой, опа! И темпларочку его, опа! Чтобы вы понимали, как работает баш. Баш работает следующим образом. Все, кто рядом, в первую очередь, в радиусе клетки, тот в приоритетности цены получит башер. А он мне, кстати, и вынес. А ты не... Ну, там... Сейчас ему просто очень сильно повезло. О, жрец в двоечку. А сейчас ему не повезло. Сейчас ему будет... Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас ему такое атата будет. Что такого атата он никогда в жизни не ощущал. Рыжего лиса, может быть, я и в тройку соберу, будет шикарно. Такое место, кого я его буду ставить. Сорян. Это уже, скажем так, профессия. Запутаться в своих же показаниях. Сам себя переиграть хочу. Вот сейчас мне везет, что у нее не срабатывают двойные тычки. Очень везет. Или не везет? О! Жрец работает на 110%. Смотрите, сумонит. Оп, рыжего лиса. Сюда. Вот почему я говорю, что рыжий лис, точнее рыжий лис, аурк жрец идеально заходит в эту сборочку. Вот. Вот истинная причина почему. Наверное, мне стоит полностью сролиться. Что-то мне так сердце подсказывает, что пора полностью сролиться. Скорее всего, это будет конечная моего противника. Рыжего лиса в тройку уже не соберу, в этом нет никакого смысла. Яичко возьмем. Пробовать, не пробовать. Пробовать, не пробовать. Я еще... Мне показалось, он тепларку в двойку нашел. Думаю, так вот ты чё? Как у тебя это получилось? Эх, успел он тепларку поменять. Я забашил не того, кого надо. Но мне, кстати, кажется, что с Трентом было бы немножечко попроще играть. У Трента слишком много отхила. Как же красиво только что. Пока! Ой. Мой нос меня добивает. Боже.
Когда это уже пройдет? Красиво, да? Немножко бы раньше такой билд пришел. Ему были бы полные пасочки. Как-то так. У меня по этой катке есть некоторые моменты, которые я хочу добавить. Во-первых, этот билд супер секретный, сразу говорю. Работает почти в любой катке. Поэтому вы его можете использовать как против нежити, так против магов, но немножко подстраивать, соответственно, свои предметы. 4 бога, 6 зверей через суммоны — это очень сильно. И орк-жрец вписывается идеально. Потому что он из могилы может присуммонить с минимальным КД очень много народа. Поэтому, ребят, не недооценивайте орка-жреца в зверях, особенно под богами. И вы сами видели результат. 9 охотников меня никак не смогли вынести. Чилы там пытались переобуться, переодеться. Да, нежити здесь не было. Но я гарантирую, даже если здесь была нежить, она бы тоже так сильно откисла. Поэтому, ребят, смотрите. Что я хочу вам этим сказать. Попробуйте сыграть этим билдом. И я уверен, что вы испытаете тонну эмоций. Я, к сожалению, сегодня тонну эмоций не могу испытать. Я как-то чувствую себя не очень хорошо. Поэтому, если ролик был немножечко валидольный, ну уж извините. Извините, я очень сильно не выспался сегодня. Была очень тяжелая ночь у меня. И мне как-то хреновенько немножко. Поэтому, думаю, вы меня простите. Как-то так. Надеюсь, ролик вам понравился. Если понравился, соответственно, ребят, не забудьте оставить свой лайк, коммент в поддержку моего канала, в поддержку моего ролика, в продвижении моего ролика. Жду от вас лайки и комментарии, соответственно, как вам эта каточка. А также не забудьте подписаться, потому что цель на ютубе 5000 подписчиков, в телеграме 1000. Телеграм закреплен в комментариях. Всем удачи!